Приветствую вас на канале о вязании. Меня зовут Светлана. Это видео будет мастер-класс по женскому джемперу. Как-то я показала в одном из своих видео вот этот джемпер. Мне пришло очень много отзывов об этом джемпере. И самое главное, меня просили рассказать, как связать такой джемпер, конкретно как связать такую кокетку. Я связала этот джемпер очень быстро, как-то связалась, у меня так это было вдохновение, и все расчеты у меня были сделаны просто на листе бумаги. Поэтому для того, чтобы объяснить вам, как связать такую кокетку, я решила связать себе еще один такой же джемпер. В принципе, мне самой он очень нравится, поэтому сейчас я покажу, что у меня получилось. Вот что у меня получилось. Этот джемпер целиком не влезает в кадр, но я потом вставлю еще фотографии, чтобы увидеть, как он сидит полностью на мне в длину. Итак, этот джемпер связан из пряжи Alize Angora Gold Simli. Первый джемпер был связан из пряжи Alize Angora Gold просто 500 метров в 100 граммах там метраж. Здесь поменьше, по-моему, 410 метров в 100 граммах. И здесь добавлен люрекс в пряжу. Весит этот джемпер 150 грамм. То есть на целый джемпер у вас уйдет меньше 2 мотков пряжи. Что в этом джемпере интересного и почему много по нему возникло так вопросов? В джемпере круглая кокетка, и она связана с рядами ростка. Росток проходит не по горловине, а по вот этим линиям на спине. Вот в каждой из этих линий практически, ближе к окончанию кокетки, присутствует росток. Этот джемпер, конкретно модель, которую вы будете смотреть в видео, связан примерно на размер 48-50. Если вы хотите связать размер больше, вы можете использовать спицы крупнее. Я вязала на спицах номер 4. Если вы хотите, чтобы у вас получился поменьше размер, можно взять спицы 3,5. В принципе, основная цель данного мастер-класса – показать, как вяжется такая кокетка. Потому что как вязать просто прямые рукава, у меня здесь рукава просто набраны и связаны, прямые рукава, и здесь внизу у меня 6 рядов платочной вязкой. Точно так же оформлен низ, то есть после кокетки и разделения на рукава я вяжу просто прямым полотном вниз. Всего у меня ушло на этот джемпер 150 грамм, то есть в пересчете на рубли. Я посмотрела, средняя цена, даже немножко я завышу цену. Средняя цена одного мотка Angora Gold Simli 150 рублей. То есть вам нужно как минимум 2 мотка, чтобы связать такой джемпер, и у вас еще останется пряжа, не знаю на что, на какой-нибудь небольшой аксессуар. Еще раз повторюсь, в этом видео я рассказываю, как связать кокетку, и это будет просто порядное описание. Практически каждый ряд я показываю, как связать, и вы можете просто, если у вас есть спицы номер 4, если у вас такая пряжа, то просто берете и вяжете. Можете под это видео. Порядное описание, хотя я знаю, что не всем нравится порядное описание, но у меня для того, чтобы рассчитать вот эту кокетку, у меня были записи на нескольких листах. Я не готова вот это подробно, во-первых, все рассказывать, потому что это сложно и не все поймут, запутаются в том смысле, что я имела в виду. И, во-вторых, это расчет я взяла из книги «Искусство круглой кокетки». То есть за основу я взяла принципы расчета круглой кокетки, которые описаны в этой книге, и остальное я уже, расчеты делала свои. Поэтому этот мастер-класс для тех, кто хочет просто попетельно связать вместе со мной такой джемпер. Я могу подойти еще поближе, показать кокетку.
Этот узор, я уже говорила в видео о предыдущем таком джемпере, я взяла из старой книги. Вообще, это узор, по-моему, называется «Звездочки». Но там вяжется все полотно звездочки. Здесь звездочками вяжутся просто отдельные ряды. И получается такой ажур. В принципе, если вы не хотите вязать звездочки, можно просто сделать такую дорожку, как вот у Дропса любят накид. 2 вместе, накид 2 вместе. Можно так вязать. В принципе, это уже все, что позволит ваша фантазия. Я сняла мастер-класс просто для того, чтобы рассказать, как вяжется круглая кокетка с ростком, который практически не заметен на изделии. Он в нескольких рядах. Давайте я вам покажу спинку. На спинке практически не видно, где находится росток. И на горловине не видно, но здесь, очевидно, росток есть. Ну что же, давайте приступим к вязанию такого джемпера. Самым обычным способом на спице номер 4 я набираю 78 петель. Этот метод, которым я набираю, называется длинный хвост. Я набрала 78 петель на спице, и теперь нам надо соединить вязание в круг. Все соединяют по-разному. Я покажу, как соединяю я. Итак, развернем рабочей нитью к себе вязание. То есть рабочая нить должна быть на правой спице. Проверяем, чтобы у нас все вязание смотрело внутрь. Вот видите, вот здесь оно перевернуто. Все вязание проверяем, чтобы смотрело в одну сторону. Вешаю маркер. И теперь я просто первые 2 петли провязываю 2 нитями. Нить хвоста и рабочая нить. Провязываю я просто лицевыми. Основной узор джемпера — это лицевые петли. Первые 2 петли. То есть первые 2. Первая петля провязана. И вторая петля. Все, у нас вязание замкнуто в круг. И теперь мы просто продолжаем дальше вязать лицевыми петлями. Так, еще раз убедились, что ничего не перекручено. Все смотрит в одну сторону. И вяжем первый ряд только лицевыми петлями. Вы можете по желанию начать вязать на чулочных спицах. Можно и так начать. Можно постепенно перейти потом на спицы с леской. Можно вообще вязать на спицах с длинной леской методом Magic Loop. Я провязала 4 ряда лицевыми петлями, и следующий ряд у нас первый ряд с прибавками. В этом ряду мы должны прибавить петли после каждой 3-й петли. Итак, как я делаю прибавки? Если вам нравится какой-то свой способ делать прибавки, естественно, вы можете делать по-своему. Итак, 3 петли провязали. Из протяжки подняли спицу левую к себе, провязали за переднюю стенку. Опять 3 лицевые петли.
петля из протяжки, подняли и провязали за переднюю стенку. 3 лицевые, петля из протяжки, провязали за переднюю стенку. Так вяжем до конца ряда. Следующий ряд, 6-й, начинаем вязать узор. Узор вяжется по желанию. Я покажу, как я его вывязываю. Узор буквально состоит из одного ряда. Так, 3 петли провязываем вместе за заднюю стенку. Не снимая петлю, делаем накид. И еще раз эти же 3 петли провязываем за заднюю стенку. Снова на петлях 3 петли. Провязываем одну петлю лицевой. Все, у нас узор состоит из 4 петель. Опять 3 петли вместе за заднюю стенку. Не снимая петли, накид. И еще раз в эти же 3 петли мы провязываем, через них протягиваем нить. Опять 3 петли и опять лицевая. И таким образом вяжем до конца ряда. Я закончила вязать ряд с узором, и следующие ряды 7 и 8 я вяжу просто лицевыми петлями, провязывая все петли узора, ну просто как обычные лицевые. Так вот, 7 и 8 ряды я вяжу точно так же. Точнее, вот этот ряд 7, следующий 8. Просто лицевыми петлями вяжем. Довязали мы 8 ряд, начинаем вязать 9 ряд, и сейчас мы сделаем первый ряд ростка. Эти укороченные ряды будут распределены равномерно по всей кокетке. Итак, вяжем 20 петель лицевыми петлями, начиная от маркера. Маркер у нас обозначает спинку. Провязали 20 петель, разворачиваем вязание, накид. И теперь вяжем изнаночными петлями до маркера. Довязали до маркера, и теперь после маркера вяжем еще 20 петель изнаночными. Провязали 20 петель изнаночными, разворачиваем вязание, опять делаем накид, и теперь мы уже вяжем просто 9 ряд,
То есть мы сейчас довязываем до маркера. Довязали до маркера, и теперь мы вяжем просто 9 ряд. Сейчас просто покажу, как эту петельку провязать. В принципе, накид провязывается вместе со следующей петлей. Так вот, мы подошли к накиду. Просто берем и провязываем 2 вместе. И вяжем до конца 9 ряд. Накид, который с другой стороны, мы провязываем тоже вместе, получается, с предыдущей петлей. Вот эти 2 петли провязываем вместе. Таким образом, вот этот ряд 9 и 10, 11 вяжем просто лицевой гладью. 9, 10 и 11. 12 ряд. А в этом ряду мы опять будем делать прибавки, но уже после каждой 4 петли. Повторяю. 2. 4 петли провязали, из протяжки накид к себе, спицу левую, и провязываем. Опять 1, 2, 3, 4, накид к себе, провязываю. Так вяжем до конца 12 ряда. Прибавили 26 петель в 12 ряду, и сейчас вяжем в 13 ряду опять узор. Повторюсь, он вяжется точно так же. 3 лицевые за заднюю стенку, накид, три лицевые, лицевая петля, и повторяем до конца ряда. Три лицевые за заднюю стенку, накид, и опять 3 лицевые, лицевая. Я довязала 13 ряд, и вот у меня осталось 2 петли, которые не попадают в узор. То есть количество петель сейчас на спицах на 2 больше, то есть не кратно 4, а больше на 2 петли. Поэтому мы эти 2 петли просто провязываем лицевыми петлями. И продолжаем вязание дальше. 14 и 15 ряд мы вяжем лицевой гладью. Все петли провязываем лицевой гладью. Шестнадцатый ряд. И в этом ряду мы тоже будем делать поворотные ряды, укороченные, для того, чтобы у нас на спинке был росток. Здесь мы уже возьмем побольше петель для разворота и вяжем по 25 петель в каждую сторону по тому же принципу, как мы уже вязали. А сейчас я просто провяжу один раз вместе с вами. И, наверное, больше я уже не буду показывать, как вяжется вот этот разворот, этот укороченный ряд, потому что, ну, мне кажется, уже понятно. Так, вяжем 25 петель. Провязали 25 петель.
Разворачиваем вязание, накид и вяжем обратно до маркера изнаночными петлями. Довязали до маркера. Вяжем в другую сторону тоже 25 петель. Разворачиваем вязание. Накид. Вяжем лицевыми петлями до маркера. Мы довязали до маркера, и теперь мы уже дальше вяжем. Это у нас был 16 ряд, теперь мы уже вяжем спокойно весь 16 ряд по кругу, провязывая вот этот накид со следующей петлей. 17 ряд и 18. Все это вяжем лицевыми петлями. То есть сейчас вяжем просто 3 ряда 16, 17, 18 лицевыми петлями. А в этом ряду мы сейчас будем делать прибавки после каждой пятой петли. 1, 2, 3, 4, 5 и опять прибавка. Я так понимаю, что принцип уже понятен. Поэтому вяжем ряд с прибавками до конца. Прибавки делаем в каждом пятом ряду. И в следующем ряду мы будем вязать опять узор. Двадцатый ряд вяжем узор. Вяжем узор до конца ряда, и 21 и 22 ряд мы вяжем просто лицевой гладью. Еще раз, 20 ряд просто узор, 21, 22 лицевая гладь. Двадцать третий ряд мы опять вяжем укороченные ряды. Теперь уже вяжем по 30 петель в каждую сторону. Провязала 30 петель, разворачиваю вязание, накид и вяжу обратно изнаночными петлями до маркера. Я довязала до маркера и теперь опять вяжу изнаночными 30 петель. Провязала 30 петель, разворачиваю вязание, накид и вяжу опять до маркера лицевыми петлями уже. Я довязала до маркера и теперь просто начинаю вязать ряд уже. Это у нас 23 ряд, просто лицевыми петлями. Также я вяжу лицевыми петлями 24 и 25 ряд. То есть 3 ряда вяжем просто лицевыми петлями. Следующий ряд 26. Мы сейчас делаем прибавки после каждой шестой петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и прибавка. И так вяжем до конца ряда. В следующем в ряду 27 вывязываем узор, 28 и 29 вяжем просто лицевой гладью. Еще раз, 26 ряд мы делаем прибавки после каждой шестой петли, в 27 ряду вывязываем узор, 28 и 29 просто лицевая гладь. Тридцатый ряд мы делаем последний укороченный ряд.
И в этот раз мы вяжем 35 петель в каждую сторону от маркера. Я провязала 35 петель, разворачиваемся, накид и вяжем опять 35 петель до маркера, уже изнаночными петлями. Провязали 35 петель и теперь вяжем 35 петель в эту сторону изнаночными петлями. Провязала 35 петель, опять разворачиваю вязание, накид и вяжу до маркера лицевые петли. Я довязала до маркера, мы провязали последний укороченный ряд, и теперь 30, 31, 32 ряды мы вяжем просто лицевыми петлями. Мы вяжем ряд, в котором мы будем делать прибавки. В этом ряду мы будем делать прибавки после каждой 7 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. После этого, это у нас 33 ряд, в 34 ряду мы вывязываем узор такой же. И дальше вяжем завершающие несколько рядов. 5-6 рядов вяжем лицевой гладью. Рекомендую примерить. Желательно, чтобы конец вязания находился в районе подмышки. Не забывайте, что еще будут подрезы, поэтому вязание должно быть не ниже подмышки, а именно вот как раз в том месте, где начинается рука. И желательно вам пересчитать количество петель, потому что после того, как мы закончим вязание, мы будем распределять петли на рукава и на спинку перед. И у вас должно быть на спицах 208 петель. В принципе, если у вас что-то вышло не так, и петель у вас меньше, то тогда я подскажу, что делать. Ну, в принципе, вы можете распределить пропорционально немножко по-другому петли. Но сейчас, значит, мы довязываем ряд прибавок, ряд с узором. И 5-6 рядов вы вяжете просто лицевыми петлями до начала разделения на тело и рукава. Я провязала запланированные 39 рядов. Еще раз говорю, если вы хотите, вы можете примерить и посмотреть, как на вас сидит эта кокетка. И теперь я начинаю распределение петель на тело и на рукава. У меня все рассчитано, мы сейчас будем просто вязать. Итак, сейчас мы вяжем 34 петли лицевой гладью. Я провязала 34 петли. И теперь мы берем иголку с ниткой. Ну, эта нитка где-то около полуметра длины. И снимаем с левой спицы на иголку, то есть на нитку, 36 петель.
Я сняла на нить 36 петель, связываю концы нити, чтобы ничего не распустилось. И теперь я внизу подрезы набираю 16 петель. Из них я наберу 8, поставлю маркер, который пригодится, когда буду уже вязать рукава, и еще 8. Набирая, просто накидываю петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Благодаря этому маркеру мы просто будем видеть, где у нас край, середина, получается, боковой части. И еще 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, мы набрали 16 петель подреза. Этот маркер еще может пригодиться для того, что если вы будете вязать вниз, вы можете сделать расширение. Как раз вот по вот этой линии, боковой линии, вы можете сами для себя делать прибавки, если хотите. Продолжаю вязать дальше. Сейчас у нас петли переда, и здесь мы провязываем 68 петель лицевой гладью. Я провязала 68 петель, и сейчас мы делаем то же самое. На иголку переснимаем, то есть на нить переснимаем 36 петель. Пересняли петли, связали концы нитей. И теперь набираем опять 16 петель подрезы. Я набрала 16 петель подрезов и продолжаю вязать уже до маркера. По расчету у вас здесь должно быть 34 петли. Я довязала до конца. И сейчас посмотрим, что получилось. Здесь прям виден росток. Вот эти наши рукава. Здесь у нас пойдет вязаться прямо тело. Сейчас уже все зависит от вашей фантазии. Сейчас вы вяжете тело вниз,
петли подрезов провязываете просто лицевыми петлями. Все это вяжете вниз. Еще раз повторю, что вы можете при желании около вот этой петли боковой линии делать прибавки, чтобы к низу шло расширение, но это уже по желанию. Также по желанию вы можете, например, еще несколько раз повторить такой узор, только уже, естественно, не делая перед ним прибавок, а просто вот вывязывать вот такую сеточку. Может быть, я посмотрю в конце, я еще не знаю, что у меня получится. Покажу, когда я все закончу. То же самое с рукавами. Когда вы заканчиваете вязание, вы просто набираете петли по кругу и вяжете нужную вам длину, и также заканчиваете рукава по желанию. Как вам удобно. Хотите, заканчиваете. Вот давайте так сложим. Вот такой росток получился. Вот здесь длина одинаковая. Вот. Заканчивайте рукава тоже совершенно любым способом. Давайте я сейчас довяжу это и посмотрим, что у меня получится в результате.